погода вот первых, фактически 2 недель, 13 дней Нового года. Она была совершенно необычной. Я, когда говорю совершенно, действительно так. На европейской территории России отмечаются очень высокие положительные аномалии температуры. То есть температура превышает обычные, нормальные, характерные для этого времени года значения на 8-12 градусов. В принципе, если какой-то день выпадает такой, в общем, это типичное явление, но когда в течение 2 недель один и тот же температурный фон, это необычно. Но если учесть, что и декабрь был очень теплым, то все это сказывается, и вот диагноз температурного фона таков, что никогда ранее еще не было такого продолжительного теплого периода. В чем это сказывается? Ока еще не застыла. В нижнем течении, в районе впадения в Волгу, там уже лед есть, а вот в верховьях и в среднем течении Оки идет нормальный обычный сток. Нева не застыла, Нева не покрыта льдом. И это совершенно необычное явление. За почти 1,5 века инструментальных наблюдений статистика говорит о том, что средняя дата замерзания Невы – 27 ноября. В прошлом году, кстати, Нева замерзла 5 декабря, чуть-чуть позже обычных сроков. В общем, это ничего страшного. Да. А вот до нынешнего года самая поздняя дата замерзания Невы датировалась 25 декабря. А сейчас уже 13 января. Сток просто потрясающий, как летом, как весной. Только шуга поступает из Ладожского озера и только. Да. По оценкам гидрологов, через неделю начнет появляться такой легкий лед на Неве. Такие фенологические характеристики, правда, замерзание реки, это и свидетельство того, что погода в высшей степени необычная. Такая теплая погода обусловлена интенсивным и постоянным перемещением циклонических образований, которые по южной своей периферии несут на европейскую территорию нашей страны через, естественно, Западную Европу очень теплый воздух с юго-запада Атлантики и со Средиземного моря. Процессы эти бывали и раньше, многократно, но они никогда не были такими продолжительными. Но страна у нас огромная, и все, что я говорю, касается только европейской территории России, а на азиатской территории ситуация совершенно другая. Циркуляция на азиатской территории, в так называемом втором естественном синаптическом районе, европейская территория страны относится к первому естественному синаптическому району, никак не связана. Циркуляционные механизмы в этих 2 районах никак не связаны между собой. И температурный режим там зависит от пульсации так называемого монгольского или восточно-сибирского антициклона. И в течение первых дней, или первых 2 недель января, этот антициклон монгольский был очень интенсивен, давление в его центре превышало 1050 миллибар, а это приводит к выхолаживанию, к вымораживанию подстилающей среды, к очень сильному охлаждению воздуха, и температура нередко в Якутии и Магаданской области достигала таких очень низких значений, от 55 до 60 градусов мороза. Сегодня в центре Якутии минус 57. Это очень много. В Магаданской области тоже очень низкая температура. Так что 2 региона между собой не очень связаны. Повторяю, погода на европейской территории обусловлена влиянием циклонов, которые переносятся с запада, с юго-запада, с северо-запада. Погода на азиатской территории связана с динамикой, с медленными перемещениями, с пульсацией восточно-сибирского антициклона, соответственно, с увеличением или уменьшением слоя инверсии, то есть необычного распределения температуры, когда температура по высоте начинает расти, а не уменьшаться. Она наиболее
холодное значение температуры у поверхности Земли. Так вот, каков же прогноз на ближайшие дни? Вот эта картинка характеризует вот статус, вот фактическое отклонение средней температуры вот от нормы. Но видите, на европейской территории вот все закрашено красным цветом, то есть здесь теплынь невероятная, на 8-10 градусов температура выше нормы. Но вот в Якутии, в Магаданской области, на Чукотке вот такой и сине-черный цвет, то есть температура ниже нормы на 12-14 градусов. Через 5 дней ситуация существенно изменится. Вот если посмотреть более детально, вот здесь описана прогностическая динамика отклонения температуры от средних многолетних значений. Вот если сейчас, вот завтра мы прогнозируем, что температура на европейской территории, в Поволжье, вот на Урале будет выше нормы существенно, а на азиатской территории, вот в Якутии, Красноярском крае, ниже нормы, то уже к 18 января ситуация существенно изменится. Вот сейчас я попытаюсь. Существенно изменится. Температура на европейской территории приближается к норме, к нормальным значениям, может быть, на положительном фоне. В общем, такая температура близкая будет близка к обычным значениям. А вот на азиатской территории, вот посмотрите, тут такой даже вот махрово-красный цвет, вот на Чукотке температура будет выше нормы на 20 градусов. Что это значит? Это значит, что ночные температуры будут в диапазоне минус 25 градусов, дневные в диапазоне минус 8-10 градусов. Если бы такой температурный фон был бы в Москве, мы бы говорили, ох, какие холода. А эта температура на 20 градусов выше многолетних значений именно в этом регионе. А какая же, значит, температура и какой режим погоды ожидает нас на европейской территории? Я думаю, что наиболее интересна погода в центре Европейской России, то есть в Москве, в сопредельных областях. Так вот, самый неблагоприятный день с точки зрения условий погоды сегодняшний. Сегодня почти на всей территории Европы, европейской территории страны, температура дневная около нулевой отметки, даже до плюс 2, плюс 3 градусов, сильный ветер, фронтальный раздел перемещается через европейскую территорию, 13-18 метров в секунду, в Поволжье и в центральных черноземных областях до 22-23 метров в секунду. Снег в северо-западном федеральном округе наиболее сильный, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, на самом деле и в Московской, и в других сопредельных областях мы ожидаем выпадения не только снега, но и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах при температуре близкой к нулевой отметке, естественно, гололедица, гололедные явления. В общем, весь комплекс таких не очень радостных событий, но мы на самом деле их прогнозировали задолго и оповестили и население, и властные структуры об этих неблагоприятных условиях. А начиная с завтрашнего дня, завтра по старому стилю уже первый день Нового года, температура будет постепенно понижаться. Вот сегодняшняя ночь, новогодняя ночь по старому стилю, будет очень напоминать новогоднюю ночь по новому стилю, то есть те погодные условия, которые отмечались 1 января этого года, то есть в новогоднюю ночь. Температура будет около отметки минус 2, минус 3 градуса, небольшой снежок, ветер уже не будет таким сильным, всего 5-10 метров в секунду, вполне симпатичная погода. И в последующем начнется постепенное похолодание. Если завтра еще дневная температура в Москве будет около нулевой отметки, то уже послезавтра, то есть 15 января, ночные температуры минус 4, минус 6, по области до минус 9, днем минус 2, минус 4. 16 января температурный фон существенно не изменится, 4-6 до 9, температура тоже 2-4 мороза. 17-го дальнейшее понижение температуры, и это понижение температуры связано с
повышением давления у поверхности Земли. То есть мы не ожидаем адвекции, переноса холодного воздуха, нет. Понижение температуры будет связано с выхолаживанием, которое наблюдается, которое характерно для антициклональной циркуляции. Так вот, 17-го минус 3, минус 8, местами снежок. 18-го ночные температуры уже будут понижаться, минус 8, минус 13, днем минус 5, минус 10. В Крещении вот 19 и 20 температурный фон такой, минус 10, минус 15 ночью, минус 6, минус 11. И вот дальше, вот 21, 22 тут принято уже прогнозировать не в такой категорической форме, в вероятностной форме. Так вот, сегодня на обсуждении синоптиков Гидрометцентра России вот мы таким образом сформулировали, что с вероятностью 70-75% температурный фон сохранится, то есть ночные температуры около 15-градусной отметки, вот днем минус 6, минус 11, ну и примерно вот 25-30% того, что температура будет чуть выше. Очень сильных морозов в Крещении мы не ожидаем, но все-таки 10-15-градусные отметки – это такие вполне симпатичные для зимнего периода характеристики температуры.